Послушайте эти слова хотя бы в течение 30 дней, и вы увидите, как изменится ваше внутреннее состояние, как появится чувство комфорта и смелости, чтобы на что-то решиться. Знаете, что самое грустное в жизни многих людей? Это когда человек просто не осмеливается захотеть чего-то большего. И дело не в том, что у мира закончились ресурсы или Вселенная забыла про вас. Просто наш собственный ум привык просить только то, что кажется безопасным и приглаженным. Мы часто думаем, что это скромность, называем это здравым смыслом. Но если честно, это общий страх, скрытый под маской скромности. Нам просто неудобно признаться, что мы боимся больших перемен, и кажется, что мы идем в одиночестве против всего мира, хотя на самом деле все двери открыты. Наш мир устроен интересно. Он дает не тому, кто просто жалуется или случайно надеется. Он откликается на твердое, спокойное намерение и на вашу уверенность. Иногда у нас чего-то нет просто потому, что мы не умеем хотеть искренне и по-взрослому. Нас с детства учили просто выживать и не высовываться. Из-за этого и мечты стали крошечными, а жизнь стала отражением этих маленьких мыслей. Поймите одну вещь: жизнь не обидится, если вы захотите больше радости, больше любви или достатка. Наоборот, грустно видеть, когда человек сам зажимает себя в рамки. Внутри вас есть умный инструмент, ваше подсознание, то, в чем вы сможете себя убедить и поверить, оно и примет как руководство к действию. Слушая эти слова, вы просто учитесь доверять себе чуть больше. Ведь на те же силы и на то же время, чтобы бояться и просить малого, можно потратить на что-то по-настоящему крупное. Но наше внутреннее «я» никогда не станет делать то, во что оно совсем не верит. Многие так и живут в тихой обиде на жизнь, просто потому, что побоялись заявить о себе. Хотеть большего — это нормальный природный закон. Все, что вам нужно, уже есть в поле возможностей, но ничто не начнет меняться, пока вы не примете четкое решение. Большинство людей просят о помощи из состояния паники. Они повторяют заученные фразы, плачут, но жизнь не реагирует на жалобы. Ей нужна ясность. Ей нужен образ в вашей голове, который вы держите спокойно и уверенно. Если этот образ мал, и жизнь будет скромной, если он велик, ничто ее не остановит. Окружающий мир приучил вас соглашаться на меньшее, чтобы потом не было больно, разочаровываться. Но сейчас вы раздвигаете эти границы не для того, чтобы похвастаться перед кем-то,
а потому, что внутри вас есть потенциал для куда более счастливой судьбы. Большая ошибка — приходить к жизни как попрошайка с дрожащим сердцем. Жизнь откликается на спокойную, доброжелательную уверенность. Не нужно пытаться угадать, как именно все получится, и не нужно подстраивать свои мечты под кошелек или свои связи. Вселенной не нужны ваши сбережения или дипломы. Ей нужно ваше доверие. Вы станете готовы в тот самый момент, когда разрешите себе по-настоящему захотеть. И помните, вам не нужно никому объяснять, почему вы этого хотите. Не нужно никого убеждать или обещать быть хорошим. Мир уже все знает. Просто перестаньте сжиматься при слове «хочу». Духовный закон, он не подводит, если действовать точно. В каждом пути наступает момент, когда слова заканчиваются, и начинается движение. Следующий шаг — это действие, которое доказывает, что ваша вера была настоящей. Многие застревают между мечтой и ожиданием. Они посмотрят, а потом ждут и сомневаются. Но ваше бездействие говорит громче любых просьб. Просто начните жить и вести себя так, будто все уже получилось. Словно реальность. Просто немного опаздывает, но вы-то точно знаете, что все уже ваше. Освободите для этого место. Делайте шаги, даже не видя всего пути целиком. Каждый ваш шаг говорит миру: я готов, я начинаю. Вам не нужен еще один знак или подсказка. Вы уже все решили, вы увидели это. Теперь просто идите вперед с уверенностью, что все в пути. А я говорю вам, до скорой встречи в следующем видео, где мы продолжим наш путь к себе. Пусть этот покой остается с вами.